Работа с эгрегориальными структурами. Как это, что это и как это происходит на сессии с нами. Сегодня расскажем немножко об этом. Для работы с эгрегориальными структурами базовым навыком является а, хороший, сильный навык по интеграции частей души. В целом, интеграция частей души — это базовый навык для всех уровней сложности, которые продолжаются вперед со всеми задачами. А задача по работе с эгрегориальными структурами активируется у человека по мере интеграции частей души. Но в редких случаях бывает, когда человек заходит в интеграцию частей души сразу через эгрегор. Такое бывает, когда душа занималась здесь, в этой плотности, строительством каких-то слоев, особенно плотных слоев. И тогда, мы видели такое на сессиях, когда существо приходит из фрагмента, который занимался творением здесь определенных плотностей в большом масштабе, в большом объеме, и даже через тот фрагмент, через который существо воплощено, он имеет связи с эгрегориальными структурами, и вместе с активацией сердца и первыми группами частей души сразу выходит эгрегор. Но это редко. Обычно эгрегориальная структура выходит на человека, да, когда у него есть уже серьезный навык по работе с частями души, когда он уже провел сюда в свое воплощение определенные звездные, скажем так, энергии, которые ему необходимы здесь для работы. Когда у человека открывается задача по работе с эгрегориальными структурами, это значит, на человека сюда в воплощение спускаются планетарные задачи или планетарные задачи. Планетарные задачи такого порядка, что все звездные души воплощены здесь для того, чтобы в первую очередь проводить сюда энергию, в эту плотность, в этот мир, на Землю, те энергии, которых здесь нет. А те энергии от своих звездных фрагментов, звездной души, которые помогут переходу и трансформации этой реальности, этого мира в другую плотность, четвертую, пятую. За счет наполнения этими энергиями а, происходит смещение по плотности. Понять этот процесс достаточно просто. Представьте, идет коллективный процесс перехода. Вся планета движется в этом потоке. И приходит момент, когда требуется вливание новых энергий нового качества, которые соответствуют, скажем, четвертой, пятой плотности. Как это можно произвести? Ведь мы все родились в плотность в третью, мы все родились в человеческое тело, которое изначально не было предназначено для проведения энергии таких частот. Делается технически это каким образом? У каждого из вас в сердце есть определенные части, которые отвечают за возможность принятия этих энергий. Возможность принятия энергии для звездной души — это значит, что вы сюда как бы потенциально можете провести то, чем вы уже умеете пользоваться. Это ваши инструменты, которых у вас здесь нет. Это то, чем вы в других воплощениях творили миры, творили свою реальность, делали что-то классное, крутое, то, что ваше любимое, то, чем вы умеете и знаете, как пользоваться. Здесь у вас этого нет. Для того, чтобы это провести, как бы и быть не могло. Для того, чтобы сюда это провести, в вашем сердце есть заблокированные зоны сердца, которые имеют связи с вашими фрагментами души, которые обладают этими энергиями, теми энергиями, которые требуются в этом переходе. Соответственно, разблокируя эти фрагменты, вы разблокируете эти энергии. И эти энергии приходят вам сюда не просто как некий поток сияющего света. Нет, они приходят сюда как то, чем вы умеете пользоваться, тем, чем вы можете здесь творить, чем вы можете здесь реализовывать ваши желания, то, что вы хотите из глубины, то, чем вы можете выполнять свои задачи. Действовать здесь из себя, из души этими инструментами. Для некоторых, скажем так, звездных душ есть задача по эгрегориальным структурам. Эти энергии, эти фрагменты заблокированы, помимо того, что они заблокированы в сердце,
они блокируются еще по эгрегориальным структурам, то есть по вот этим коллективным, механизированным таким, структурам, которые построены на, перенаправлении энергии. То есть где-то надо взять, куда-то направить, изменить качество, на все перевернуть. И, таким образом была сформирована вот эта 3D-матрица. Она вся сделана из этих структур. И зачастую для того, чтобы провести новое, для того, чтобы провести то, чего здесь не было, нужно расцепить вот эти связи с эгрегорами. Для некоторых существ эти связи расходятся просто. То есть существо, скажем так, включено в эгрегор как пользователь. Просто как тот, кто как бы с этим эгрегором в каких-то отношениях состоит. Тогда такие связи расходятся просто завершением контракта по факту исцеления части или сердца, части или души. То есть у вас этот процесс завершения связи с эгрегором происходит легко и естественно в процессе собственной работы. То есть вы это чувствуете, что вы как будто выходите из-под влияния этой структуры, и вас с ней ничего не связывает. Но бывает, и довольно часто мы встречаем такие процессы, когда существо вписано своими частями прямо в структуру эгрегора. То есть существо как бы участвовало, если можно так сказать, при сотворении этого эгрегора. То есть оно является тем, то есть эгрегор состоит буквально из частей души такого существа. И тогда, в таком случае, просто завершить контракт с эгрегором этого недостаточно. Потому что эгрегориальная структура имеет особое свойство. Она имеет особую структуру, и она построена таким образом, чтобы вынуть из нее свои части и фрагменты было, мягко говоря, непросто. Но эта работа проводится, мы это умеем, мы показываем, мы учим наших клиентов, как это делать. Практически, как всегда, на собственном опыте показываем, как свои части вынимать из любого эгрегора, из того, который, собственно, вышел на вас в данный момент. Каким образом можно отличить то, что к вам пришла эта задача? А, Можно увидеть это в своей реальности, когда вы имеете при хорошем и сильном навыке работы с исцелением своего сердца, с исцелением частей души, вы обнаруживаете некоторые сферы своей жизни, сферы или зоны скорее, точечные, которые являются как бы механизированными. Они настолько запрограммированы, что на них не действует ни исцеление частей души, ни исцеление частей сердца. То есть человек как бы исцеляет части, а оно остается механизированным, и оно как бы не расправляется. Значит, оно где-то в чем-то застряло, оно перенаправлено. Нет прямого доступа к своей части души. Он проходит, эта связь через эгрегор. И тогда человеку можно заходить в этот процесс, особенно если таких зон не одна. И, даже если одна, обычно их Несколько. несколько. У некоторых могут быть и десятки. Но это в зависимости от самой души и Это масштаб, кто скорее, это да. душа, Масштаб. ее масштаба. Я бы здесь добавил, как понять, что такое механизированная схема. Это может выражаться, например, самое простое отношение, как это принято говорить, мужско-женское. То есть между мужчиной и женщиной в паре, там, например, вроде бы все осознанные, все прекрасно понимают, что происходит, чувствуют, там, занимаются своим сердцем, работают и части. Но в определенные моменты при взаимодействии включаются какие-то странные паттерны, которые как будто бы невозможно исцелить. Паттерны родительско-детских отношений, паттерны, то есть как будто бы кто-то играет роль матери, кто-то играет роль ребенка, кто-то играет роль отца, кто-то играет роль ребенка. То есть вот такие странные какие-то взаимодействия. Кто-то разыгрывает из себя тирана, кто-то разыгрывает из себя жертву отношений. И, казалось бы, все понимают, что происходит, все чувствуют, что это, больное, но сделать с этим ничего не получается. То есть уже прошли по всем связям, уже разобрали все контура, уже вроде все должно бы уже все излечиться, но нет.
В таком случае возможна большая вероятность в том, что это происходит именно через эгрегор. Эгрегор в структуре человека, он устроен не через одну часть сердца, которая болит. Он внутри человека представляет собой набор частей сердца, которые взаимоподдерживают друг друга. Они взаимоподдерживают как бы боли друг друга. И энергия внутри человека, вот этого болевого спектра, она крутится по определенным контурам. Таких частей сердца по взаимодействию, как правило, минимум 3, а чаще 6. И вот через эту группу частей сердца происходит особое перенаправление энергии, которая, исцеляя одну часть сердца, исцелить просто невозможно. И как бы эта боль, она возвращается на место. И эта часть сердца снова пребывает в болевом состоянии. Его нужно брать как бы в целом. Вот такой процесс можно провести с нами на сессии. Мы это делаем. То есть внутри сердца, внутри структуры человека проигрывается вся система эгрегоров. Внутри сердца представлены все части, основные, базовые, которые представлены в распределении энергии. Внутри сердца есть и тот, кто нападает, и тот, кто защищается. И эти части находятся скрытыми друг от друга. Одна часть доминирует, и человек видит ее и представляет именно эту часть в своей осознаваемой зоне, проявляемой. А то, что действует на него снаружи, для него не выявлено. Он не видит эту часть, и ему кажется, что он тот, кто хочет хорошо, и представляет одну, а второй как бы части у нее нет. Через выход на эгрегориальную структуру, через свои части души открывается именно вся картина, как она представлена в человеке, через какие состояния, через какие качества. Исцеляется весь набор. Ну, в зависимости от задачи души. Либо это выход из эгрегора, либо это его Перенастройка, скажем так, перенастройка, да. его корректировка. Эгрегориальная структура обычно и всегда занимается перенаправлением энергии определенным образом. Энергии определенного качества. Там происходит их снижение по вибрациям, преобладание, перенаправление. И многие очень, ну, все звездные души участвуют в этих процессах. Но сейчас уже на этом этапе перехода из многих эгрегоров можно выйти только через интеграцию своих частей души и частей сердца. А те, из которых не выходится, они представлены теми зонами в жизни человека, которые вот так вот запрограммированы. И поскольку это перенаправление энергии происходит, то в основном все эти зоны жизни человека, они связаны именно с распределением ресурса. В отношениях ли это с партнером, в отношениях ли это с детьми, с родителями, в какой-то социальной жизни, в бизнес-среде, в отношениях с ресурсом физическим, денежным, энергетическим в виде сил, вдохновения или усталости и так далее. Обычно все эти зоны связаны именно с дефицитом какого-то ресурса, или он проходит в таком качестве, что он чувствуется неудовлетворяющим или крайне неудовлетворяющим. И тогда это выход на планетарные задачи через свою индивидуальную структуру. Здесь я хотел добавить, что в информационном поле, скажем так, около эзотерических кругах, подчас можно увидеть новостную ленту, в которой говорят, что вот разобрали эгрегор такой-то, вот, значит, перенастроили эгрегор такой-то. Индивидуально для человека это знание не особенно практично, потому что выход из любой эгрегориальной структуры — это всегда дело самого человека. Разбор какого-то эгрегора или его перенастройка на коллективном плане означает только одно: снизилось то давление, которое эта структура оказывала непосредственно на вас. И процесс выхода из этой структуры для вас значительно облегчится.
То есть те, кто разбирали этот эгрегор и вынимали из него свои части, фрагменты, первыми проделали громадную работу по его, скажем так, остановке, его как бы снижению его давления. Для вас же этот процесс будет проще, но его необходимо пройти, потому что не забрав части из эгрегора, этот эгрегор будет влиять на вас все равно. Он будет питаться вашей энергией, будет перенаправлять ее в другие зоны, которые, в общем, для вас, скорее всего, останутся закрыты. Вот. Поэтому процесс такой, касается в какой-то мере каждого, вопрос на какой глубине и в каком объеме. Поэтому если вы чувствуете, что то, что вы сейчас услышали, то, что вы сейчас узнали про эгрегориальные структуры, отзывается вам, вы можете написать нам запрос по той теме, которая вас волнует, по той жизненной ситуации или по тем проявлениям, которые, возможно, вам намекают внутри вас на то, что вы впилены в какую-то из эгрегориальных структур. Эгрегориальная структура может быть любой. Это может быть и религиозные эгрегоры, и социальные, и какие-то, какие угодно. Их невероятное множество. Вся матрица построена из них. Она из них сделана буквально. Эгрегориальная структура подразумевает собой некий закон перераспределения и перенаправления энергии. Собственно, это ее определение. Поэтому все сделано через эгрегор. Вопрос в том, в каком качестве вы участвуете в этой структуре. В общем-то, и все. Когда речь идет о коллективной перенастройке эгрегора, в практическом смысле имеет значение, что каждое индивидуальное существо здесь воплощение проделало свою индивидуальную работу по выходу из нее практически через себя. Мы ко всему имеем доступ через себя. У нас карта расположена внутри, не снаружи. Когда мы меняем энергии полей снаружи, это помогает немножко сделать полегче, немножко что-то разгрузить. Это работа с внешними слоями. Все глубинные трансформации происходят в глубине каждого индивидуального существа. И когда перенастраивается коллективный эгрегор, перенастраивается коллективная матрица, она перенастраивается отдельными индивидуальными существами. И когда их определенное количество, они снимают большой объем через индивидуальную работу. Собравшись все вместе, они снимают определенный объем давления этой структуры. И она перестает давить на каждого живущего вот такой огромной плитой. Но при этом эта задача начинает спускаться каждому воплощению на своем уровне, будь то части сердца, части души, на своем уровне, так как человек может, или через проживание прожить тот свой уровень, который предназначен ему, его задачами, его энергии. И таким образом это распространяется, чтобы в этом участвовали все. Ну и два слова о том, что будет, когда вы, собственно, своими частями из эгрегора выйдете. Очень понятно. Те зоны жизни, которые вас, ну, скажем, мучили, придут в гармоничное состояние. Если они курировались этим эгрегором, скорее всего, это так, то довольно быстро эти зоны жизни излечатся. Если вы пребывали в отношениях, которые вы не могли ни завершить, ни каким-то образом развить, они придут в движение, вы получите ясность, что происходит. То есть вы либо их завершите, либо, соответственно, вы найдете какой-то новый контакт со своим близким человеком. Если вы пребывали в отношениях тяжелых, там, например, с родителями через эгрегор, то, соответственно, вы найдете какие-то новые точки соприкосновения, ну, с родителями, в карьере, в реализации в жизни. То есть в материальной жизни здесь, в плотности, вот именно во внешнем, реализация может быть любой, такая, какая у вас. Эгрегоров невероятное В количество. зависимости от того, какой у вас эгрегор активирован. Конечно. В результате выхода из эгрегора одновременно сильно
происходит изменение как во внутреннем мире человека, в зависимости, конечно, от самого эгрегора, от задач, от чувствительности человека. Если человек на входе, имея такой запрос на работу с эгрегором, чувствовал именно некое невыносимое внутреннее состояние, не имеющее под собой причины. Не было у человека ни события, ни что-то с этим связанного. Есть некое состояние, которое не дает ему внутреннего покоя. И никакие части сердца и души его к этому не вели, к нахождению этой гармонии. Или у человека были там события какие-то в жизни, или целые зоны с повторяющимися событиями. В зависимости от того, с чем человек пришел, такая у него происходит и трансформация. Если это событийный ряд, то меняется, ну, в общем, они меняются, конечно, все, но в зависимости от того, куда направлено внимание человека, потому что они меняются и во внутреннем ощущении, и очень кардинально. То, что человек считал своей жизнью четко, так всегда было, так есть, меняется полностью и безвозвратно. И меняется соответствующее восприятие. То, что человек считал, что он никак не мог, это есть он, это его характер, это его личность, это, возможно, его душа. Оно изменяется и меняет качество в ровно противоположную сторону. И открываются свободные зоны восприятия, где можно видеть все ясно. Вот эта ясность, появляющаяся и во внутреннем мире, и в восприятии, и в событиях, когда события начинают разворачиваться так, как они должны разворачиваться, а не так, как они запечатаны эгрегором. Ну, по степени влияния на структуру, на жизнь, это, наверное, третья по силе трансформация. Если первая на исцеление частей сердца дает, скажем, один объем изменения, часть души, если вы исцеляли часть души, вы знаете, что такое, когда часть души исцелена, и тот опыт, который, ну, скажем, стекал из части души в вашу структуру, исцелен и больше в нее не попадает. Это другая степень влияния. Когда вы выходите из-под влияния эгрегора, который сильно на вас влиял, это, скажем так, на порядок иная степень высвобождения себя, ну, в этом воплощении себя, своих возможностей. Легкости и блаженства. Ну, легкости и блаженства в том числе. Поэтому, если вам отзывается то, что вы сейчас смотрите, пишите запрос, приходите на сессию, мы вам поможем, всему научим. Ждем вас. До встречи. До встречи.